микрофон запись идет, посмотрим. Через микрофон. Вы даете согласие на запись этого Да, конечно. интервью и на его последующую публикацию? Да, хорошо. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Олег. Фамилия, имя, отчество? Абрамов Олег Сергеевич. Число, месяц, год рождения? 1990, 31 мая. А где вы проживали? Я проживаю и проживал в Республике Крым, город Симферополь. Значит, смотрите, у нас формат беседы. То есть вы можете задавать мне встречные вопросы, вы можете не отвечать на те вопросы, на которые вы не хотите отвечать. Собственно, цель, понимаете, этого нашего разговора или нет? Не совсем. Значит, цель разговора заключается в том, чтобы донести на ту вашу сторону, что у нас тут на самом деле происходит. Ну, настолько, насколько вы это расскажете. Потому что мы убеждены, что с вашей стороны люди не очень хорошо понимают, что здесь на самом деле происходит. Да? Ну, это естественно. Почему? Ну, потому что, скорее всего, во-первых, спецслужбы работают, сами понимаете. То, что не надо видеть людям, как бы все это фильтруется, что телевидение, можно так сказать. Ну, пропаганда работает, я правильно вас понимаю? Я думаю, что да. Да. Что вы видите в таком случае пропагандистского в том, что делаем, например, вот мы? Ничего. Ну, по крайней мере, я не заметил никаких. Вы добровольно общаетесь? Да, конечно. Добровольно общаетесь. Хотите позвонить маме, с ней тоже поговорить, даете право тоже на эту запись, да. И у нее также вы спросите, готова ли она на запись. Ну, это все она должна просто подтвердить, чтобы это было зафиксировано, что она готова. Да, окей, расскажите, пожалуйста, свою историю, да, как вы попали в Украину, где вы служили, ваша должность, ваше звание. Все я понял. Служил я в бригаде береговой обороны, номер 126, находилась в селе Перевальном. Ну, я думаю, многие знают эту часть, даже на Украине. Вот. Служил я в первом мотострелковом батальоне, минометной батареи. 2020 года я подписал контракт. 26 июля 2020 года я подписал свой первый контракт на 2 года. Вот. У меня, грубо говоря, вот должен закончиться в июле, этим летом. Вот. Служба была, конечно, тяжелая. Как военная служба. Ближе к делу на Украину попал. Я был на учениях 2 февраля где-то. Мы выехали. Штатные учения у нас были, проходили на межвидовом полигоне Апук возле Керчи. Вы уже знаете, там большой полигон. Вот. Артиллерийские сборы там проходили, там, можно сказать, артиллерия нескольких частей там находилась. В принципе, все стандартно. Примерно в конце февраля, это примерно числа до 20-го, 19-го, мы переместились в село Славное, Черноморского района, западный берег Крыма, там около Евпатории. Вот. Потому что там находился наш батальон, которому мы приданное подразделение. Вот. Там у нас как слаживание должно было быть, слаживание между родами войск. Вот. Там пехота отрабатывала свои действия, какие-то стандартные. Мы также, в принципе, занятия у нас были, ничего такого. Вот. Обслуживали технику, оружие, стандартно. 21 числа у нас забрали телефоны, сказали, надо сдать, набрать родителей. 21 февраля. Сказали, надо сдать, службу ЗГТ, через несколько дней родителей наберете. Мы позвонили, я позвонил матери, девушке, так и так. Через несколько дней позвоню, не переживай, все нормально. Вот. Дали телефоны, грубо говоря, через числа 23-го мы выдвинулись на Филатовку. Да, это за Джанкоем, там получается. Там такое село есть. Вот. Там недолго мы постояли, несколько часов, потом выдвинулись на границу с Украиной. И в ночь пересекли ее 24 числа. Понимали уже, что едете в Украину или еще не понимали? Нет. Нет?
Мы стояли на границе, грубо говоря, непосредственно, как бы. Вот. Ну, просто у нас раньше, у нас тоже батальонно-тактическая группа, мы много раз стояли на границе. У нас дежурство идет такое, на нескольких направлениях. Вот, как бы. Ну, это не первый раз. Как бы. Но такого, когда, конечно, количество войск, ну что, именно 2 БТГР не было. Сколько техники? Много. Ну, в количестве. Ну, там больше 20 машин, например, может быть, или больше 40, или меньше, примерно. Вы имеете в виду в технике в общем, которую я видел там? Колонна. Колонна. Ну, колонна 2 БТГР, много. Ну, это 2 батальона пехоты. Это минимум. Ну, минимум. Плюс разведка. Плюс там часть 127-й. Много. Танки. А по живой силе сколько тогда получается? Я даже не скажу. Там все группировалось ночью. Можно больше сказать. 100 машин и больше... Ну, я думаю, да. И 2 батальона, это больше 500 человек. Ну, в батальоне около, нормальном мотострелковом батальоне около 400-450 человек. Под Если тысячу. полный батальон, если, ну, полный штат. Как бы. Ну, я вам не скажу, ну, сколько там машин. Не, как бы. окей, да, ну, мы примерно просто интересуемся, так, чтобы для себя понимать просто общую картину. Ну, и вот попадаете вы в Украину. Пересекли границу. Вот. Ну, я уже понял тогда, когда начали работать грады по территории Украины. Ну, я понял. Ваши грады по нашей территории. Да. И колонна двинулась, можно сказать, сразу же. Это Под было прикрытием ваши артиллерии. колонны? Да, под прикрытием артиллерии. Я тогда проснулся, я тогда спал в машине. Вот я проснулся, ну, потому что начался какое-то движение, ну, кипиш. Ну, до этого говорили просто ложитесь спать, да и все. В какой машине вы были? Урал. В Урале. Сколько вас человек там было? Поначалу 2. Именно в кузове. У меня. Да. Ну, кузов. Да. Кузов. В кузове 2 и плюс водитель и командир машины. То есть машина ехала пустая, по сути. Ну, по сути, да. Ну, и Вот. вот вы заехали. Мы Да. заехали, ехали. Ну, никаких обозначений не видел. Я видел только одно обозначение уже потом, что до Новой Каховки 60 километров. Единственный был, вот, ну, который я смог заметить, как Дорожный Биг Бор, знак. дорожный знак. Да. Проехали гидроэлектростанция, ну, я так понял, там должна быть. Примерно еще минут 10 проехали, остановились. Ну, мы ехали уже не в колонию, а в составе батареи, уже конец. В составе батареи у нас чисто вот тут 8 Уралов было, 1 КАМАЗ. Встали на ночь, охранение техники, все. Переночевали и выдвинулись уже в Новую Каховку. Поехали в Новую Каховку. Когда туда уже заезжали, пехота уже впереди начала вести бой. Ну, мы так поняли, стрельба, выстрелы. Да, вот, где-то через час я заметил ваши самолеты, нами пролетели и, скорее всего, сбросили, ну, начали атаковать, скорее всего, еще колонны, которые подходят через границу, да, бомбы, ну, все. Там велись боевые действия примерно до 28 февраля. Ну, 28 февраля уже было тихо. Вот. И в ночь на 28 февраля, на 1 уже, ночью мы спали, поступила команда по машинам, мы выдвинулись уже в сторону, ну, я слышал один город, ну, Николаев. Когда тоже колонны были, ну, в темноте двигались по непонятным вообще каким-то, ну, полям. Ну, техники, я так понял, что много было. А вот это, вы говорите, с 24-го был, по сути, бой, до 28-го. У вас были потери? Да. Ну, по крайней мере, в моей минометной батарее нет. Ну, он же рассказывает, что спереди, да, я так понимаю, где-то там, то есть... Да, я, ну, непосредственно я не видел. Ну, я видел раненых. Ну, я знал, что танки подбитые были. Ну, что? Ну, вы же проезжали мимо этих танков подбитых, наверное, как-то? Нет. Нет? Ну, то есть, а как понять, впереди бой? Впереди раненых, получается, в тыл оттягивают. Вывозили раненых. Ну, окей, да, хорошо. Прилично. Да. Ну, прилично. Сколько вы видели раненых? Человек 10, это при мне было. Ну, это ходил. Ну, там да. какие-то эти, потом просто мы немножко сместились.
от медицинского пункта. И дальше? Вот. Дальше мы ехали ночью. Долго ехали, где-то, наверное, часов, наверное, 18. Ну, иногда там обстреливали нас, колонны останавливались, впереди там бои какие-то. Ну, в моем подразделении нет. Ну, мы в конце колонны шли. Вот и все. В тылу, можно сказать, впереди пехота, там разведка, ну, я так понимаю, танки. Вот. Обстреливали, да, мы ехали. Вот. Ну и там как-то уже перед Баштанкой, ну, я видел Вознесенское какое-то лесничество, какая-то вывеска была. Вот. Мне уже потом сказали, что это вообще населенный пункт Баштанка, как бы я не знал, где находился. Вот. Как-то колонна эта, я так понял, то ли разделилась, одни куда-то туда свернули, ну, я так понял. И мы в составе батареи, там была еще гаубица, пару гаубиц и ну, пару БТРов. Мы заехали в Баштанку, там попали под сильный обстрел, заехали, попытались там на развилке развернуться, получается, и отойти, ну я так понял. Вот. Там просто голову не поднять было, как бы обстрел был серьезный. Раненые у нас ну, уже появились несколько водителей, пару человек, ну, пытались перегруппироваться и выйти из Баштанки. Начали выезжать, ну, выходить. Вот. У меня, получается, в моей машине загорелись боеприпасы, начали полыхать. Ну, я так понял, что, может, коктейль Молотова, не знаю, или что там. Вот. И я и еще один парень выпрыгнули с Урала на ходу. Вот. Выпрыгнули, там находились под обстрелом. Вот. И я сильно ударился, так думал, что-то ну, себя сломал, не мог встать. Отполз. Вот. И там Стас еще парень один был, я ему говорю, ну, типа, за забор, ну, переваливайся, ну, за забор. Типа, потому что на дороге открытая местность, ну, типа. Вот, мы перелезли за забор, отползли немножко, отдышались. Там вышел гражданский. Я его помню, что ну, там дядь Миша его называли. Ну, с ружьем. А вы уже раньше с ним контактировали? С кем? Ну, с этим гражданским. Нет. Потом уже вы поняли, что его называли дядь Миша? Да. А Потом. вообще с гражданскими были какие-то контакты? У меня нет. До За этого? все вот эти 5 дней. Просто ехали? Да. Окей, и вышел человек гражданский. Вот. С оружием, без? Ну, Стас, он как бы выглянул, Стас такой, понял, ну, типа, мы не причиним вам вреда. Вы ему сказали? Ну, Стас сказал, я как бы здесь прислал, ну, а тут как угол был. Стас, он старший по званию, получается? Нет, он такой же рядовой. Я понял. Вот. А у вас оружие было, автоматы? Нет. В машине покидали все, что ли, получается? Ага, Ну, там как бы не до оружия было. понятно. А гражданский вышел с двухстволкой. Ну, Стас говорил, что он так и не понял, ну, вроде как у него было оружие. Там потом подошел еще один гражданский молодой человек. Ну, он нас испугался, я говорю, ну, типа, не бойтесь, я говорю, мы без оружия, да, не причиним вам вреда, говорю. Давай. Вот он подошел, я говорю, ну, так и так, как бы, конечно, ну, хотим в плен сдаться. Вот. И он нас, получается, ну, говорит, типа, ну, давайте, типа, ко мне в подвал, потому что сейчас, говорит, там или прихерачат, ну, убьют вас. Вот. Тут как бы бои идут. Вот он спустил нас в подвал, он дал поесть, попить, покурить. Мы с ним поговорили, ну, там, обсуждали, что да как вообще всю ситуацию, которая ну, сложилась. Вот, и на утро за нами пришла территориальная оборона, я так понял, и отвела уже к военным. Ну, гражданские люди с оружием пришли. Ну, так я можно так их понял. написать? Да. Ну все, в общем-то, установочные вопросы закончены. Историю мы поняли, да. Давай позвоним маме, пообщаемся, и потом еще несколько таких общих вопросов, да. Если ко мне, говорю, будут какие-то вопросы, то тоже задавайте, потому что все время все интересуются, а как я должен доказать, что это вот беседа добровольная у нас? Ну вот как вы думаете, как я должен доказать, что у нас добровольная беседа? Доказать? Да. Беседа добровольная, ну, я могу сказать, что беседа добровольная, никто меня
к ней как бы не принуждает. Ну, мало того, что не принуждает, так мы с вами и увиделись прям минуту назад, да? То есть Ну, да, конечно. подготовки как бы никакой Ну, у нас не было. естественно, да. Спросите разрешение? Да, обязательно разрешение, потом поговорите. Алло, мам, ты... Алло. Подожди, только не этот, не нервничай. Солнышко моё, Подожди, как ты там? подожди, успокойся. Да. Подожди. Ну? Ты даешь согласие, ну, что эта беседа будет записана? Ну, как бы на... Я Ну да, я же И сказала, опубликовано. конечно. Да, подожди, не плачь только, мам. Все нормально, Ох, все хорошо. Да. Как там? конечно, конечно, я даю согласие. Да, как там Я бабушка? же хочу с тобой поговорить. Давай, одну секунду. Давай вот личный разговор, да, мы остановим запись. Пусть личного разговора будет 2-3 минуты, потом, может быть, я задам какой-то еще вопрос маме. Правильно? Всё, да. Алло. Алло, мам, да. Алло, Леженька. Да. Это Владимир, журналист. Тут Бабушка даже... тоже тебя... Сейчас договоритесь с сыном. Можно вопрос вам один? Да, конечно, да. Вот как вы думаете, по вашему мнению, вы же из Крыма, правильно? Да, я из Крыма, да. Да, тогда такой вопрос. Скажите, пожалуйста, после вот этого как бы референдума, который у вас провелся за присоединение к России, вам лучше стало жить? Ну, вы знаете, мы особо, как говорится, так вот не заметили, ну, как вот лучше. Ну, по своим мы люди простые. Так жили, по-моему, так и жили. Вот, нас, может быть, это, как говорится, там не коснулось. Ну, что-то там построено, конечно. А так-то, как я особо, как говорится, там не заметила. Хорошо, но это мы подробнее с сыном, с вашим поговорим еще тоже об этом. Да, Скажи... было, в общем-то, как говорится, и при Украине, в общем-то, спокойно. Ну, отдыхающих-то побольше стало, наверное, да? По пенсиям, а? Отдыхающих-то побольше, наверное, стало, да? Да. Вы знаете, честно сказать, я на море вообще очень редко езжу, но отдыхающих, ну, наверное, больше стало на курортах там Ялте. Мы в основном, как говорится, такие простые люди, что занимаемся своими вот такими повседневными делами. И живем в Симферополе, не на Южном берегу. Ну, пенсия-то побольше у вас стала, да? Больше можете себе позволить, чем раньше. Я бы не сказала. А сейчас вообще просто кошмар. А в смысле кошмар? Что? Цены выросли просто дико. А можете пару каких-то подробностей, ну, может быть, каких-то деталей, что именно стало кошмар, что дико? Ну, сейчас просто, ну как вот все говорят, я просто сейчас особенно и по магазинам не хожу, потому что мне не до этого. У меня ребенок в такой ситуации оказался. Собственно говоря, он когда шел служить, не думали же, что ему придется вот так вот как бы это самое. Не, это все понятно. Я имею в виду, вот вы говорите, по пенсиям стало как-то еще хуже. Что имеется в виду? Ну, или по пенсиям, или по доходам. По доходам очень тяжело. Сейчас выросли цены вообще там буквально там и в 2, и в 3 раза. И, ну, то есть вот как бы это самое. Я сейчас особенно по магазинам-то не хожу. Вот, но вот люди рассказывают, соседи, что просто катастрофически вот все подорожало. Все. Это с началом военных действий, да, вы имеете в виду, или еще до этого? Ну да, конечно. Ну и до этого росли цены, А скажите, пожалуйста, вот вы выходили на этот референдум? Ну, там, я не знаю, митинг какой-то, Россия там кричали. Вы там присутствовали? Нет, я не присутствовала. А как вы оцениваете явку крымчан на этот референдум? Как вы вообще оцениваете, это действительно было объективное волеизъявление народа, или же это было что-то искусственно созданное? Ну, вы знаете, конечно, насчет этого я там не знаю, искусственно это было или нет. Но, в принципе, да, люди выходили.
Ну, люди выходили, знаете, как, может, по незнанию, там, в надежде на какую-то там более лучшую жизнь, а вот, но... Ну, а в процентном соотношении, вот сколько симферопольцев, например, вышло на вот этот референдум? Ну, если вы можете себе представить просто такую цифру. Ну, там, 10% их вышло, 20%, больше 50%. Да нет, наверное, побольше, конечно. Более 50%? Ну, да, народ шел. Ну, давайте так, вот вы живете, да, в высотном доме? Или в частном? Нет, я не в высотном доме живу, у нас, знаете, старый вот... А, я понял, поселочек такой. Сколько из ваших соседей пошло на референдум? Нет, не поселочек, Симферополь, но у нас там, ну, как бы тоже такие вот старые постройки есть там. Ну, я понял, вот сколько из ваших соседей, знакомых пошло на вот этот референдум? Ну, конечно, я затрудняюсь сказать, шли. Но сейчас я даже не смогу вам сказать, но люди шли. Конечно. Ну, просто если 50%, если 50% или больше, то это вы должны как бы сразу сказать, да, у меня почти все там пошли, например, на референдум. Если это меньше 50, то тогда, ну, наверное... Ну, ладно, окей, я не хочу склонять вас никаким вопросом и ответом. Последний вопрос, очень простой. Как вы думаете, по вашему мнению, зачем россияне пошли убивать украинцев? Знаете, я даже затрудняюсь сказать, мы просто все в шоке были, честно сказать. Ну, так вот многие это самое в шоке. И я просто была в ужасе, я даже не могу сказать, зачем, честно сказать. Но это все ужасно, конечно. Спасибо, мы сейчас остановим запись, еще договорите с сыном там минутку. Мы точно знаем, что на родственников, которым звонили, да. оказывается потом давление. Оказывается давление. Их заставляют писать жалобы. Что, неразглашение. Их заставляют писать жалобы в YouTube на наш канал о том, что мы им якобы позвонили и булили их, есть такое сейчас выражение, буллинг. Да, но поскольку мы сейчас спрашиваем разрешение личного, то здесь уже очень сложно будет как бы сказать, что это был буллинг, потому что мы и так поговорили. Короче, у меня будет один обширный вопрос напоследок. Значит, вы только что с мамой говорили, задавали ей вопрос, как Путин это объясняет, это вторжение? Раз. Два. Вы ехали сюда, вы попали под обстрел, вы уже это все видели. Какие-то мысли у вас были во все это время? И вот как-то, да, ответьте вот тоже обширно. Поэтому, чего вы здесь делали, что вы здесь забыли, какие у вас были мысли, как объяснял вам это, как вы понимаете действия Путина? Лично мои мысли были, что, возможно, из Северо-Крымский канал. Может, какая-то задача стоит, потому что мы как бы проехали гидроэлектростанцию. Не, это понятно. Вы уже, я имею в виду, вы в Украине, под обстрел попали уже, все видели, уже понимали, что это Да, Украина. в Каховке. Я думал, что мы 28 числа, думаю, скорее всего, вернемся домой, в Крым. Как бы. Войска, как бы, может, отведут. Как вы себе это объясняли? Что, зашли, чтобы выйти? Не знаю, как бы, я надеялся. Как бы. Нам офицеры ничего не говорили. Я задавал вопросы, что вообще происходит, вообще, кто там впереди вообще, как бы, с кем мы вот тут именно в этой новой Каховке воюем. Как бы он говорит, непонятно, может какой-то десантники, может какие-то там, БТГР, как бы. Да. Как бы. Допустим, но вам-то ведь сказали, вы что слышали заявление Путина, которое он с 23 на 24 произнес? Нет. Как не слышали? Вы же должны были слышать, что он сказал, что тут объявляется спецоперация. С 23 на 24? Да. Так мы ж уже без телефонов, во-первых, были. Плюс мы стояли, у нас, не было выхода в интернет, потому что у нас нету телефонов. принципе, Плюс интернет глушится, там есть такие службы, как радиоэлектронная борьба. Я понял. Она глушит выход в интернет. Я думал, вы чуть позже вышли, я уже просто чуть запутался сам. Я выходил с самого начала. Окей, хорошо, Путин объявил, я вам довожу сейчас до вашего сведения, может быть у вас, если телевизор есть, где вы сейчас находитесь, вы уже это могли видеть, слышать, что Путин объявил денацификацию и демилитаризацию. Я слышал эти вопросы, мне задавали в СБУ, я говорю, я понимаю, как бы, что это, термин, но, говорю, первый раз слышу, говорю, от вас вообще.
Но я жду. понял. Вы просто рассказываете историю о человеке, который принял вас у себя дома, накормил, Да. поговорил, сел с вами и сказал: вы туда не ходите, потому что вас там убьют, а утром я вас передам, я так понимаю, теробороне. Ну да. Его действия как вы оцениваете? Хорошего человека, который помог нам. Наши действия сейчас как вы оцениваете? Вот. Ваши действия нормальными, можно сказать. Ну, Цивилизованными. Надо туда вам на вашу сторону доносить хотя бы таким образом вот мысли ваши же и всех остальных солдат, которые сюда попали. Я думаю, конечно. Что бы вы могли сейчас передать на ту сторону другим военнослужащим, которых так же, как вас, отправляют вот в Украину? Или тем, которые уже в Украине, например, находятся? Ну, пускай, не знаю, стараются выжить и как-то складывать оружие. Я так считаю. А те, которых отправляют, пусть едут? Я думаю, не надо, не стоит. Ну, а каким образом они могут этого избежать? Попаданием в госпиталь, не знаю, да что угодно. Как вы лично оцениваете вот действия российской власти, российского командования по отправке вот вас в Украину? Были ли вы к этому готовы? Насколько вы были к этому готовы? Зачем это вообще все? И тот же вопрос, по сути, что и вашей матери. Зачем россияне? Ну, в частности, я, конечно, вас россиянином не считаю, это вы можете себя считать таковым, я не знаю, не настаиваю. Мне очень сложно общаться с жителями Крыма, на самом деле, задавать им такой вопрос. Но давайте так обобщим все-таки. Зачем все-таки? Пришли убивать украинцев? Какая цель? Ну, я думаю, что никто сюда не шел убивать украинцев, понимаете? Я думаю, что пропаганда, может, сыграла свою какую-то злую роль. Может, кто как считает. Может, кто-то думал, что Бандера. Может, кто-то нацисты. Понимаете? Все-таки вы слышали все Нет, это, про Бандеру и нацистов? Естественно, я слышал, но не в России. Не знаю. Вы их увидели? Я Где слышал. они прячутся? Я, по крайней мере, их не видел. Да, в принципе, я думаю, что их здесь нет просто, понимаете? Люди, которые из Крыма, они немножко более ближе как-то, как к Украине, и информация какая-то более достоверная доносится. Люди, которые с материка, таких же о националистах или ультрапатриотах, или как угодно их назовите, наверное, они в любой стране есть. Естественно, конечно, где-то какими-то группами, да, я тоже. Для этого надо было Харьков разбомбить, потому что они где-то здесь есть, или как? Как это понимать? Насчет бомбежки городов, я это никак не могу объяснить. Понимаете, в чем штука? Вчера освободили Бучу, не вчера, позавчера, вот так вот. В общем, идет зачистка города. И там люди со связанными за спиной руками, с простреленными в затылок головами, женщины, дети. Все зверства я описать не могу и не хочу. Каждый, кто интересуется, может их увидеть. И каждого, которого я спрашиваю, вот как вас, каждый отвечает: мы не шли убивать. Мы не знаем, куда шли. Вот как вы можете это прокомментировать? А кто же тогда это все делает? Я не думаю, что такие зверства, нормальный человек сможет, адекватный военнослужащий совершить. По крайней мере, в Каховке я не видел, чтобы там над мирным населением издевались. Видел, да, что сопровождали, были женщины, дети, за водой они в Днепр ходили. Непосредственно там были мои позиции, минометной батареи. Да, мы им помогали, мы их сопровождали. Потом приехали автобусы, их посадили и сопроводили. Куда? Я думаю, к себе, от Каховки, дальше, на свою сторону. В Украину. Не было контактов с местными жителями? По крайней мере, я с ними просто не разговаривал. Я просто сопровождал, да. Чтобы их, мало ли там,
как бы военнослужащие, как бы, чтобы не стреляли, как бы, ну, вы сами понимаете. Да, понимаю. Уточнить, местные приходили набирать воду, потом приехали автобусы, всех запихали в автобусы и куда-то увезли? Нет, они все стояли, да, автобусы подъехали, они сели в автобусы, маршрутки и уехали. Это маршрутки военные приехали? Нет, гражданские. А вы защищали, чтобы их не обстреляли, пока они ждут маршрутки или как? Да, да, да. Хорошо, про Крым, тут те же вопросы, что я задавал матери, это уже последнее, все заканчиваем, не будем вас утомлять. Что стало лучше, что стало хуже, за что боролись вообще, к чему пришли, вот так, в общем. Ну, если откровенно, да, то построено, конечно, очень много. Если так, детские садики, школы, какие-то дороги, ну, вот именно по какой-то там инфраструктуре, ну, строительной. Да, очень много, конечно, построено, да, как бы это хорошо, это, конечно, это нормально. Вот. Насчет цен, ну, я думаю, цены очень высокие на продукты, вообще, ну, можно сказать, на все. Так вот, в частности. Очень высокие цены, ну, можно сказать, не соизмеримо с минимальным прожиточным минимумом. Там вот мать, я как бы точно не знаю, сколько она пенсию получает, ну, она пенсионерка, можно так, как бы, 12 тысяч рублей, как бы, ну, грубо говоря. Там, ну, если сравнить, что картошка, вот, ну, грубо говоря, там 80 и 100 рублей килограмм. Ну, килограмм. Ну, 12 тысяч и как бы 100 рублей. Как бы. Ну, это не такие уж и большие деньги, допустим, пенсия. А у вас сколько зарплаты было? 28 тысяч рублей мне зарплата. 28 тысяч рублей, это чуть больше, чем 2 пенсии. Да, ну, рядовой. На контракт? Да. А в долларах это сколько вам на то время? Вы еще когда-то пытались посчитать? Где-то 400 долларов. Ну, около этого, да. 350, 370. Да. 5. Возможно, из-за санкций, ну, такие цены, что как бы в Крым не могут войти, допустим, какие-то там, как вот в России есть там Пятерочка, ну, такие как большие как бы магазины, которые, ну, может, вы слышали, Да, ну, которые наверное, там, да, продают там подешевле. Да, скорее всего, из-за санкций, да, и цены как бы не регулируются, можно сказать, властью. Как бы кто как хочет, так как бы выставляет. Хотели вы в Россию или не хотели вы в Россию? Я, Да. ну, честно, мне особо без разницы было. Думал, что, ну, может, лучше станет. Как бы. Ну, при Украине я работал барменом. Я нормально зарабатывал. Когда был референдум, тоже я на работе был, как бы, не голосовал. Ну, и как бы особо к этому, ну, к этим моментам я понял. был, можно сказать. Ну, а почему вы перестали работать барменом? Вроде же нормально зарабатывали. Ну, как бы, смотрите, год еще я нормально зарабатывал. Люди шли как бы в кафе, приезжие, ну, это все, этот весь поток как бы прекратился. Стало как бы, ну, я так понимал, что у людей, может, денег как-то меньше стало, как бы люди перестали как бы, ну, в кафе ходить, ну, так вот, более экономные стали, ну, как бы жить, ну, и вести себя. Вот, как бы и заработок, ну, по крайней мере, в частности, в Симферополе, ну, как бы центр города, ну, я там работал. Ну, везде как бы поток людей упал. Как бы и москвичи, ну и вообще с материка, как бы они приезжали, ну, как бы приезжие, как бы я с ними так общался немного. Да, говорит, что очень дорого у вас все. Как бы, ну, в Сочи даже дешевле можно, ну, грубо говоря, отдохнуть. Ну, так в частности. В Турции, наверное, еще. В Турции, да, еще дешевле. Как У бы. вас российский паспорт? Да. А с ним куда-то ездили за границу? Они же военнослужащие. А, загранпаспорт? Нет, Загранка есть у меня, но я не ездил. Ну, если так, опять-таки, просто из того, что я слышу, да, получается история следующая. Вы работали барменом, неплохо зарабатывали, шел поток людей, шел поток туристов, все, в общем-то, было плюс-минус неплохо. Да, первые пару лет. Пришла Россия, поток людей снизился, все стало очень дорого, минимальный прожиточный минимум не соответствует тому, за который можно как бы нормально прожить, то есть уровень жизни упал, ну, это как бы слышно из ваших Ну, слов. получается, что так. Так за что боролись? Не могу вам ответить на этот вопрос. Не знаю. Я сам не знаю на него ответ.
Что кто боролся. А в армию вы, наверное, пошли от безысходности, потому что нету работы и негде зарабатывать деньги? Или Военный билет. Мне нужен был военный без военного билета ничего нельзя, на работу вот, нельзя. Вы сами ответили на свой вопрос. Да, мы уже просто... Да, просто это уже 40-й ответ, что без военного билета ты... Я когда пытался получить военный билет, ну, документы сдал, как бы все. Ну, я как бы не призывного возраста, вы сами знаете, мне 31 год. Вот. Ну, они мне как бы ставили на воинский учет. Я сдал документы, ну, чтобы мне просто дали военный билет. Ну, документ этот нужен как бы в России, сами понимаете. Ну, я его 3 года ждал. И я не дождался его. Ну, можно сказать, пришлось идти служить. То есть все так сделано, что ты по-любому должен пойти по закону? Ну, если я как бы 3 года его ждал, военный билет, когда мне, я сдал все документы, мне сказали, да, все, жди военный билет. Мы тебе позвонил, год прошел, у меня военкомат заехал, так и так. Ну, значит, нет, не сделали еще его. Я говорю, сколько уже год, жди еще, позвоним. 2 года, 3 я ждал. Понятно. К вам как относится? Ко мне? Да. Здесь. Хорошо. В чем это проявляется? Хорошо кормят, не оскорбляют. Сколько раз в день? 3 раза. А у нас люди по подвалам сидят по неделе без еды. Благодаря вот таким вот, как вы. То есть я не пытаюсь вас сейчас оскорбить, я просто говорю факты. Да, понимаю. Благодаря таким, как вы, которые не знали, чего пришли, или пришли кого-то от кого-то освобождать, и вы теперь сидите на гособеспечении Украины, 3 раза в день кушаете, а у нас люди по подвалам сидят. По неделе без еды. И вот видите, вы говорите, вы пришли, как бы, вы спрашиваете у рядового солдата. Это я тоже прекрасно понимаю. Рядовой солдат. Это я тоже. Но родители рядовых солдатов, соседи, близкие родственники тоже должны понимать, что есть другие рядовые солдаты, которые не являются механизмами, на которых на кнопочку жмут, а это люди, у которых есть воля, право, возможность сюда не идти. Нет. Так не получится, понимаете? Там как бы на границе стоит ФСБ. Были пару человек, сбегали, переодевались в гражданку, пытались свалить в Крым. Так пересекли. Да. Их просто возвращали обратно. Это понятно. То есть вы хотите сказать, что если бы вы, зная все наперед, вернулись в тот момент, вы бы снова поехали в Украину? Надеюсь, что нет, если бы хотя бы я знал за неделю. Так, давайте сведем в логическую какое-то кольцо как-то. Если бы я знал, конечно, заранее. Так они же сейчас знают, мы же сейчас до них это доносим. А вы говорите, так не получится. Так получится избежать отправки в Украину или не получится все-таки? Люди, которые знают, у них есть, конечно, побольше возможностей, если знают, куда едут. Так мы ж вроде, я же как бы с этого и начал с вами. У них уже есть какой-то, конечно, выбор, да, там. Где-то схитрить, может, где-то что-то, как бы, там, психом прикинуться. Много есть каких-то вариантов. У них есть открытая и достоверная информация из открытых источников, и ваши слова, в том числе ваши знакомые, одноклассники, однокурсники, кто угодно может это услышать, узнать и понять, что здесь не происходит ни освобождение никого и ни от кого, да, по сути здесь происходит полномасштабная война, полномасштабное вторжение. Происходит или не происходит? Я просто, я так понимаю, что да. России вас здесь никто не ждет, и, соответственно, что-то с этим надо делать, да? Конечно. Вот. Для этого мы делаем вот эти вот интервью, для того, чтобы передать вам. В социальных сетях вы есть где-нибудь в Телеграм, Инстаграм? Телеграм нет. Инстаграм, Фейсбук и так далее. ВК, да. Одноклассники. ВК, Одноклассники. Не будем ходить в ВК и в Одноклассники, все, нет времени. Не все понимают, да, как это происходит, то есть 10 человек в день, 10 интервью в день, абсолютно без возможности еще куда-то заходить, что-то рыть. То есть при желании заходите, смотрите, там, знакомьтесь. Как вы подписаны в Одноклассниках, например, или в... Олег Абрамов. Олег Абрамов и в ВК. Симферополь, да. Олег Абрамов, Симферополь, да. Одноклассники, ВКонтакте. У вас там нет фоточек по типу «я еду бить укропов» там и все такое прочее? Просто таких историй очень много. Нет, у меня таких нет. Хорошо, спасибо.